Всем привет! Это видео является дополнением к предыдущему ролику, и здесь собраны все ваши истории о сбое в Матрице, которые вы писали в комментариях. Пишите свои истории и можете попасть в следующий ролик. Начинаем! В 2013 году были с семьей в Праге. Встретился застывший в движении прохожий преклонного возраста. Даже сфоткали его. Стоял довольно долго, потом пошел, как ни в чем не бывало. На приколиста вроде не похож. В Крыму в 90-х степь, иду по дороге, ни души вокруг. Ниоткуда позади появляется маленький фургончик на базе москвича и сбивает меня. Отлетаю в кювет, вроде живой, поднимаюсь. Вижу ошалевшего водилу, ору на него. «Ты что творишь?» Он таращит глаза и бормочет. «Тебя не было, я тебя не видел». «Ага», говорю, немного успокаиваясь. «Ни кустика, ни столбика, ясный день, и ты меня не видел?» «Не было тебя», говорит. Одно время, в начале 2000-х, слишком часто, чтобы быть случайностью, ко мне подходили совершенно незнакомые люди, здоровались, заводили разговоры на какие-то якобы нам общие темы. У меня ассоциации не возникает никакой, от слова вообще. Что-то поддакиваю, кивая головой, улыбаясь в ответ, но спросить у человека, откуда он знает меня, так и не решился. В Матрицу не верю, а вот параллельные миры, почему бы и нет? Со мной часто происходит необъяснимое. Видела зависший самолет, дежавю, это вообще наше все. А еще кошки, у меня их 2. Естественно, они ходят за мной хвостиками, часто трутся о ноги или случайно заденут. Я к этому привыкла и почти не обращаю внимания, но иногда чувствую прикосновение, голову поворачиваю, чтобы не наступить на них, а их нет. Спят спокойно в другой комнате. Что или кто меня задело? Или лежу на кровати, шарюсь в ютубе, чувствую, матрас прогнулся. Как будто кошка пришла и ходит. Смотрю, а кошки нет. И так постоянно. Лично у меня такое было, на работе в горах. Стоял солнечный летний день. Вокруг птицы пели на все голоса. Бабочки, пчелки летали. Внизу по трассе машины мчались одна за другой, и вдруг в одну секунду пропали абсолютно все звуки. Ни машин, ни птичек, ни пчелок, ни ветерка. И так мне стало страшно, даже жутко. Головой кручу-верчу, а вокруг ни души. Но через несколько минут, или секунд, даже точно не знаю, вдруг все опять появилось. Фу, жуть была. Кстати, а солнце и свет не исчезали. У меня был случай года 3 или 4 назад, точно не помню. У сына пропала машинка. Как я это поняла? Моя мама работала в то время и убирала подъезды. Так как я работала, мама взяла сына с собой на работу, на другой конец города. Она спустилась в подвал набрать воды, и сын пошел за ней. Все знают, какие дети любопытные. Он нашел пакет, а в пакете машинка, и он решил взять ее себе. Прихожу я домой, он мне ее показывает, я смотрю и не могу понять, где я ее видела. Потом вспомнила, у нее еще одна деталька была сломана, я точно помню. Спросила его, точно нашел ты в подвале дома? Не брал с собой? Говорит, нет. Тогда я сказала ему и маме, что машинка наша, я сама лично купила, и деталь сломана именно та. Мама была в шоке. Искали машинку, похожую дома, но не нашли. Это был случай с исчезновением вещи, но был случай, когда игрушка, которую я не покупала, просто появилась в доме. Я хотела ее купить, но так и не купила, хотя думала о ней. Но потом она исчезла просто через какое-то время. Тоже эпизод вспоминаю. Ехал на работу, проезжаю 2 остановки. Там часы, табло электронное. Обращаю внимание на странное время. Но показывают неверно, бывает. При себе мобилы нет. На работу приезжаю с большим опозданием. Понять ничего не могу. Весь день грузился этой темой, восстанавливал события в памяти. Вышел во столько, идти 3 минуты до остановки.
Примерно столько прождал автобус, дорога занимает столько-то плюс-минус. Как ни крути, потерялся где-то примерно на 1:40. Выходит, ехал 2 остановки больше 1,5 часов, а там пешком 5 минут. А так, никаких странностей вокруг не замечено. Все шло своим чередом. Вот у меня недавно был случай, передо мной сидит моя собака, вдруг половина морды начинает распадаться на квадратики и уходить в сторону. Все затрещало, как будто электричество замкнуло. Морда обратно втянулась и встала на место. Все прошло за 5 секунд примерно. Я потрогала собаку, чтобы убедиться, что она настоящая. В общем, в 2013 году я лежал дома в зале на диване. Сердце заколотилось, появилась небольшая тревога. После чего вспышка перед глазами и непонятные ощущения. После чего начал замечать странные явления. Примерно через полгода я понял, что живу повторными событиями. А значит, к примеру, летом 2011 года я шел в магазин за продуктами. Там стояли ребята человек 8. Купил продукты, ухожу. После чего в 2013 году, после моих событий, это событие повторилось, один в один. Иду за продуктами, те же ребята, те же машины, и все происходит с точностью как в 2011 году. Словно кто-то перенес это все с 2011 до 2013. И я уже знал, чем все закончится. Могу рассказывать и рассказывать. Я стою на остановке автобуса и жду подругу, которая сказала, что через 10 минут она будет на остановке. Я жду, и тут поворачиваю голову назад, там, где живет подруга, вижу ее, идущей по обходной дороге. Ну явно она не хотела видеться со мной. И она заворачивает за угол, я бегу за ней, и она теряется из вида. Я подхожу к ее дому, где она якобы уже должна быть, звоню в дверь, открывает ее сын. Говорю, позови маму. Он отвечает, ее нет. Я начинаю его подозревать во вранье и набираю ее номер телефона в надежде, что я ее услышу. Но когда она ответила, эта подруга, она сказала, что только едет, и она еще в автобусе. Но я ее видела ровно 20 минут назад. И потом я видела ее выходящую из автобуса, это был пипец. Кого я видела тогда? Насчет день-ночь. Я пережила нечто подобное в возрасте 10-11 лет. Было лето, не помню уже, почему мы всем двором не спали, было уже темно. Взрослые сидели во дворе на лавочке, общались, а мы, дети, бегали вокруг. В какой-то момент я заскочила в подъезд дома и поднялась на площадку между первым и вторым этажом, и там окно. Я пряталась и пыталась рассмотреть в свете уличного фонаря, что происходит на улице. В какой-то момент вдруг стало светло, как днем. Я видела всех во дворе, во всех подробностях. Это длилось, может быть, около минуты. За это время я успела спуститься и выскочить на улицу. Когда я вышла, было снова темно, никто не понял, о чем я говорю. Никто не видел или не помнил эту вспышку. Я решила больше не упоминать об этом, чтобы меня не сочли сумасшедшей. Наткнулась на это видео, хотела написать, что мне приснилось пару дней назад. Я чуть не охренела, когда проснулась. Короче, как будто я просыпаюсь в большой комнате, похожей на атмосферу из фильма «Матрица». Ко мне сразу подбегает какая-то женщина и так громко чуть ли не кричит и со злостью: «Ты не могла проснуться!» И какую-то хрень мне на пальцы пытается нацепить и говорит: «Ты больше не проснешься». В реальности. Я реально офигела, когда проснулась. Фильм «Матрица» смотрела только первую серию. Давным-давно я вообще никогда не задумывалась про типа сбой в «Матрице». И то, что многие думают, что мы реально в ней живем. Но блин, после таких снов как-то стрёмно становится. Я однажды видела странное, но не пришло в голову снимать. Я пошла гулять с собакой на рассвете перед сном. Было уже совсем светло, но солнца еще не было. Впереди шел одинокий прохожий, со спины казался парнем 20-30 лет, не больше. Он свернул к нише под окнами первого этажа. Знаете, такие бывают у Сталина, подоконник поддерживают, нечто вроде колонн, а под самим подоконником таким образом получается ниша. Вот он оттуда свернул. Я еще подумала, вот скотина, сейчас там насыт. Но он оттуда не вышел, пока мы не поравнялись с этим окном. Там никого не было.
Улица была совершенно пуста и хорошо просматривалась. Я никуда не отвлекалась, потому что очень разозлилась на этого чувака. Даже если бы я отвернулась, ему понадобилось бы не меньше 10 секунд, чтобы рвануть бегом и скрыться за ближайшим углом. Очень жаль, что это не было снято. Тоже поделюсь историей, забавной, правда. Шли мы с мамой по дороге зимой, было холодно, и навстречу нам шла девушка, которая одета была как летом. Температура на улице минус 20 где-то была. Как только мы прошли мимо, я смеюсь и говорю короткую фразу: «Спорим, это NPC-персонаж. Сейчас мы повернемся, ее не будет». Мы резко сразу поворачиваемся, ее действительно нет. Просто за 3 секунды девушка в легком одеянии пропала. К слову, спрятаться ей за такой короткий срок было негде. У меня все время дежавю и странное совпадение, как будто матрица меня не пускает за границу. Муж договорился сделать зубы в китайской клинике, почти купил билет, и через неделю бац, коронавирус. Я хотела с ним полететь, посетить Китай. Так ни разу в жизни не съездила никуда, хотя загранпаспорт сделан давно. Только мне подумается, душно летом, и бац, ураганный ветер посносил все деревья. Мимо старого деревянного здания часто ходила, один раз подумала, спалят когда-нибудь гадюшник. И ведь сгорело здание через пару месяцев. Очень много было того, что, подумаю, сбывается. Блин, иногда страшно думать, боюсь, сбудется. Думаю, тьфу ты, опять матрица. Она как будто издевается и испытывает. Повезет с деньгами, тут же может маякнуть в грязь, или машина обольет, или падаю на ровном месте. Иногда прямо автобусы подходят, вот весь день как для меня. А иногда на один день опоздаю, перебегу на другую остановку, и там уедет. И третий, дачный уедет. Без меня в итоге. То фарт, то не фарт. Чувствуете, мистер Андерсон? Вот она, смерть. Вот она. It's all fake, it's all fake.